Всем привет! Сегодня утром мы отправились на рынок, чтобы выбрать самого большого барана. Обычно они весят 12-15 килограмм, но нам удалось найти вот такого огромного весом целых 45 килограмм. И обошелся он нам в 5500 гривен. В рублях это 15 тысяч. Также на базаре мы купили разных специй. Молодую картошку, лук, чеснок, болгарские перцы и зелень. Можно отправляться готовить. Баран у нас курдючный и очень крупный. Кто не знает, курдюк — это вот такой огромный кусок жира сзади. Только курдюк у этого барана весит килограмм 5. Для того, чтобы такая крупная особь промариновалась быстрее, берем розмарин и зубчики чеснока. С помощью тонкого ножа пробиваем в самых толстых местах барана отверстия, в которые заталкиваем чеснок и веточку розмарина. Но, конечно же, это не основной маринад. Для основного мы покупали все эти специи на рынке. Открываем. И отправляем в миску сумах, кориандр, паприку, сухой чеснок, чабрец, зира, сушеный помидор, сладкий перец, базилик. А еще нам нужна соль. Открываем ее и всыпаем довольно много. Перемешиваем. Все, это именно те специи, которые идеально подходят для приготовления барана. Но, чтобы они лучше налипали и мясо сильнее размягчилось, нам нужен томатный сок. Открываем банку сока. Кстати, таким способом можно открывать банку, если у вас нету открывашки. Только бить нужно четко в центр крышки. Заливаем все эти специи томатным соком. И перемешиваем. Маринад готов. Набираем его и обмазываем всего нашего барана. Переворачиваем. Смазываем голени. И не жалеем маринада внутрь. Все, берем пищевую пленку и максимально плотно все обматываем, чтобы к тушке прилегали плотно все наши специи, а также чтобы наш барашек не обветривался. Оставляем в таком виде на сутки или чуть поменьше. А пока баран маринуется, у нас есть целых 12 часов. Чтобы провести время веселее, мы, наверное, как и все сейчас, смотрим фильмы. Кинопоиск HD — это один из самых удобных онлайн-кинотеатров. Каждый фильм и сериал в хорошем качестве. И нет назойливой рекламы, как на пиратских сайтах. Сейчас доступны Рик и Морти, конечно же, в озвучке Саиндука. И Чудотворцы с Бушеми Рэдклиффом. А еще эксклюзивные сериалы: Последний министр и проект Анна Николаевна. В мобильном приложении Кинопоиска можно скачивать фильмы и сериалы на телефон. Это очень удобно, если ты хочешь посмотреть фильм офлайн. Так как все сидят на карантине и лучше беречь каждую копеечку, поэтому для вас мы приготовили специальный промокод Ванзай. Он дает вам 45 дней бесплатной подписки в Кинопоиск HD. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод и наслаждайся любимыми фильмами и сериалами. Мы будем готовить барана в земляном тандыре, поэтому берем лопату. Сначала начертим круг. И начинаем копать круглую яму. Копали мы ее целых 4 часа по очереди, пока не вырыли глубиной в 2,5 метра. Но еще сбоку нужно откопать место под трубу, которая потом будет служить поддувом. Нам нужны огнеупорные кирпичи. Сбрасываем их в яму. Спрыгиваем за ними же. И выкладываем дно. Таким образом, жар внутри ямы будет держаться дольше. Теперь на свое место опускаем трубу. И забиваем проты в землю, чтобы ее зафиксировать. У поверхности прибиваем полочку из жести. И засыпаем глину с землей, чтоб через это место потом не уходило тепло. Теперь самое время заготовить побольше дров, потому что костер нужно будет жечь реально долго. Вооружаемся бензопилой. Заводим ее.
И пилим сначала большие бревна. Затем раскалываем их топором на более мелкие. Теперь берем и отправляем побольше мелких дров прямо в яму. Поджигать все это будем с помощью бензина. Костер будет гореть очень долго, и весь неприятный запах за это время выгорит. Когда все хорошо разгорелось, можно забрасывать и целые поленья древесины. Благодаря сильной тяге они легко прогорают. 12 часов прошло, и баран уже промариновался. Вспарываем пищевую пленку. И освобождаем тушку нашего барана. Лишние специи, которые потом просто сгорят, убираем рукой. А вот сейчас возникает вопрос, как мы его разместим внутри ямы. Специально для этого батя сделал конструкцию. С одной стороны цепляется поперечная труба на карабин, а с другой стороны котелок, потому что жир, стекающий из барана, нам еще понадобится. Примерно вот так все это будет висеть в яме. Просовываем трубу сквозь барана. Задние ноги подтягиваем к трубе и фиксируем с помощью проволоки. Изнутри тушки затягиваем первое крепление. С помощью вот такого зажима пробиваем барана насквозь, прикладываем пластину и затягиваем гайками. Еще одно крепление с передней стороны. Ножом надрезаем шею. И проволокой прикручиваем к нашей конструкции. Переворачиваем барана на бок. И теперь самое интересное. Чтобы передние ноги не обгорели, отрезаем их по суставу. Чтобы закрыть барану брюхо, делаем 4 надреза. Протаскиваем один во второй и с помощью голяшек фиксируем. Одеваем поперечную трубу. С другой стороны казан. Когда все дрова в нашем земляном тандыре прогорели, все готово, чтобы опускать нашего барана в яму. Земляной тандыр работает таким образом, что мы на протяжении 5 часов прогревали землю. И теперь она будет постепенно отдавать тепло обратно в наше мясо. Чтобы узнать, когда оно будет готово, мы купили вот такой специальный термометр. У него щуп на метровом огнеупорном проводе. Присоединяем его, выставляем мясо и ягнятину. Втыкаем щуп в самую толстую часть барана. И когда внутри мяса будет 76 градусов, оно готово. Сверху накрываем тандыр металлической крышкой. И чтобы доступа кислорода в яму не было, засыпаем по краям землей. Трамбуем ногами. И побольше насыпаем сверху. Остается только ждать. Спустя 8 часов термометр показал, что мясо полностью готово. Мы принялись откапывать нашу железную крышку. Убираем ее. Поднимаем нашего уже готового барана и выкладываем на стол. Верхний слой местами подгорел. Зато внутри мясо полностью готово. И очень сочное. Давайте отрежем у него лопатку. Тут все просто истекает соками. И мясо очень мягкое. Но давайте быстренько сделаем к нему гарнир. Еще днем мы сделали вот такой рогач под казан. Разжигаем под ним костер. Будем жарить на жире, который вытопился из барана. Подвешиваем котелок и нагреваем бараний жир. Нам нужна молодая мытая картошка. Ее забрасываем первой. Картошка обжаривается как во фритюре и получается очень золотистой. Берем 2 больших луковицы и нарезаем их полукольцами. Отправляем туда же. Когда лук поджарился, разрезаем головку чеснока пополам и в казан.
Нужны еще болгарские перцы. Нарезаем их кубиком. Отправляем туда же. Подсаливаем. Лишний жир мы слили. Теперь осталось нарезать укроп. Все это им посыпаем. И перемешиваем. Получается супер вкусный гарнир. С мясом нашего барана в самый раз. Мясо барана обладает своим вкусом и запахом. Кому-то он нравится, кому-то нет, но приготовленный таким способом баран получается самым сочным из всех, что я пробовал. Я думаю, вы все заметили, что во многих больших роликах мне помогает батя. Но мало кто знает, что у них с мамой есть свой кулинарный канал под названием Тандем АТ. И они в последнем своем ролике совместно со мной приготовили огромный корн-дог весом целых 17 килограмм. Поэтому, если вам нравятся мои ролики, то их тоже понравится. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и смотрите их видео. А если под этим роликом наберется 400 тысяч лайков за день, то мы продолжаем делать такие крутые масштабные видео. Не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока!